Закрылся сезон консервации, открываем сезон тыквы, готовим сегодня вкусную выпечку с тыквой. Я сегодня готовлю молдавские плацинды или вертуту, или болгарскую банницу, или турецкий бörek. Очень много названий, сейчас все не вспомню, но принцип один. В тесто заворачивается начинка, которая может быть абсолютно разнообразной, на ваш вкус, какая вам нравится. Но так как мы открываем сегодня сезон тыквы, я готовлю с тыквой. Давайте готовить вместе. Для теста у меня 250 мл теплой воды. Добавляю сюда пол чайной ложки соли. Перемешиваю до растворения соли, переливаю в миску и понемногу буду добавлять муку и замешивать тесто. Весь рецепт со всеми пропорциями, количеством ингредиентов вы, как всегда, найдете в описании под видео. Пользуйтесь на здоровье рецептом, наслаждайтесь вкусом и не забудьте поставить лайк. И, кстати, подписаться тоже не забудьте, а то вдруг что интересное пропустите. Когда вилкой становится замешивать неудобно, начинаю вымешивать тесто руками. В итоге тесто должно получиться довольно плотным, вот так оно выглядит. Обязательно его надо положить в пакет и оставить на рабочем столе отдохнуть хотя бы минут 15. Вообще, когда какие-то манипуляции с тестом проводим, всегда надо ему дать отдохнуть. Сегодня для начинки я буду использовать тыкву. Предварительно я ее хорошенечко вымыла щеточкой, под проточной водой помыла, нарезала кусочками и вот так выложила на противень, очистив от семечек, естественно. Запекла при температуре 200 градусов, у меня примерно 30 минут запекалась. Вы ориентируйтесь по своей духовке. И теперь вот так легко ее можно очистить. Можно, конечно, помучиться и предварительно почистить тыкву, но мне удобнее вот так, чтобы потом легко отделить от кожуры. Каждый делает так, как ему удобно. Я вам показываю свой вариант. Главное, чтобы тыква хорошо пропеклась, стала мягкой и податливой. Можно отделять мякоть вот так, ложкой, а можно взять ножик и аккуратненько срезать кожуру. Вот таким образом все это делается, легко и просто. Выбирайте тот вариант, который подходит больше для вас, который вам удобнее. И после того, как вся тыква очищена, надо ее измельчить. Я буду делать это обычной вилкой, потому что тыква очень мягкая, спокойно разминается вилочкой. Никакие дополнительные приспособления в виде блендера или еще чего-то мне не понадобится. Но вы, если хотите, можете вот блендером размять или любым другим удобным для вас способом. Выбор, как всегда, за вами. А я еще заготавливаю это пюре впрок. Раскладываю по зип-пакетам примерно по 500 граммов, сам пакет литрового объема, получается 500 грамм пюре. И убираю в морозилку. Потом при комнатной температуре размораживаю по необходимости. А для сегодняшней начинки я добавлю к тыквенному пюре яблоко, натру его на крупной терке, прям так, не снимая кожуры, и добавлю специи. И, конечно же, как всегда, добавляю их по вкусу. У меня чайная ложка корицы, чайная ложка ванильного сахара, щепотка мускатного ореха, 1/3 чайной ложки имбиря. Я добавила еще 1/3 чайной ложки свежесмолотого кардамона. Всю эту ароматную смесь отправляю к нашей тыкве с яблоком и хорошенечко перемешиваю. Так как тыква у меня сама по себе очень сладкая, сахара я добавлю 2 чайные ложечки. Вы смотрите по тому, какой сорт тыквы у вас, какой она сладости и, конечно же, по своему вкусу. Естественно, от специй начинка поменяет свой цвет, тыква будет не такой яркой и красочной, но вкус будет изумительный. Мне очень нравится со всеми этими специями. Если вы не любите корицу или не нравится вам ее цвет, вернее цвет начинки после ее добавления, не добавляйте, я уже сказала. Это ваш вкус и ваш выбор. Теперь достаем тесто из пакета. Оно хорошо отдохнуло, стало очень эластичное, податливое, совершенно не липнет. Видите, я ничем не смазывала ни поверхность, ни руки. В жгут скатала, теперь разделяю его на части. Я намечу 8 частей, сделаю 8 изделий. Взвешивать ничего не буду, просто на глаз примерно разделяю на кусочки. Ну и после того, как все тесто разделю, скатаю шарики из кусочков, колобочки и потом буду действовать дальше. Теперь беру тарелку пошире, беру растительное масло без запаха
и начинаю раскатывать наши колобочки в небольшие кружочки диаметром 10-15 сантиметров, как вам удобно. Тоже не измеряю, примерно. Теперь, после того, как раскатала тесто, тарелку хорошо смазываю растительным маслом, у меня подсолнечное рафинированное, и выкладываю туда нашу лепешечку. Вот так. И теперь сверху ее тоже промазываю хорошенько маслом, так, чтобы нигде ничего не прилипло. Каждый кусочек надо будет вот так хорошенечко, обильно смазать маслом. Так буду проделывать со всеми последующими колобочками. После того, как все колобочки раскатала, смазала маслом, уложила в тарелку и теперь накрываю их пленкой, даю отдохнуть на столе минут 20. Это нужно для того, чтобы тесто было более эластичным и хорошо тянулось впоследствии. И я буду доставать по одной лепешечке и растягивать тесто. Если вдруг растягивается не очень хорошо, рвется тесто, не тянется, значит времени прошло недостаточно. Можно оставить еще минут на 5-10, пускай еще полежит, пропитается маслом, отдохнет тесто. Я сначала вот так растягиваю, начинаю с середины тянуть. И вот так потихонечку вытягиваю. Это делается очень легко и быстро, если вы все правильно сделали и выдержали время. Получится у каждого. Посмотрите, главное, вот я показываю, что надо приподнимать обязательно тесто, а потом тянуть. Не сразу вытягивать, отдирать как бы его, хотя оно не прилипшее к столу, но все равно надо приподнять, а потом тянуть вот так. Все делается очень быстро, и поэтому прежде чем начинать вытягивать тесто, я включила сразу духовку на 180 градусов, чтобы пока я свернула свои плаценты, у меня духовка уже разогрелась. После того, как весь пласт растянется, можно его дополнительно смазать растительным маслом. А если смазать не растительным маслом, а растопленным сливочным или топленым, то будет вообще очень-очень вкусно. Просто не оторвать будет вас от этой выпечки. Это получается такой вариант, я считаю, слоеного быстрого теста. И когда я делаю хачапури с этого теста, или самсу с мясом, получается очень вкусно. Просто сегодня я решила открыть сезон тыквы и показываю вам рецепт с тыквенной начинкой. И вот после того, как весь пласт я растянула, вот так выкладываю начинку. Больше или меньше начинки – это на ваш вкус. Но много начинки положить не получится, потому что в любом случае, когда будете сворачивать, тесто начинает рваться от тяжести начинки. Поэтому много начинки здесь не нужно. Вот так теперь сверху, видите, когда тяну, уже начинает отрываться тесто. Но это ничего страшного, этого видно не будет. И на вкус тоже никак на вкусе не отразится. И вот так скручиваю рулетиком. Дальше дело пойдет веселее. Края я не обрезаю. Если они вас смущают, то можете пообрезать, которые края до конца не развернулись. Их просто уже невозможно, неудобно. То можете их пообрезать. Я не трогаю, они не чувствуются. Вот чуть-чуть еще растягиваю то, что возможно, и все, скручиваю все вместе. После того, как все скрутила в рулет, сворачиваю вот такую улитку. И, кстати, тыкву вы можете положить в начинку сырую, натерев ее на мелкой терке. Мне нравится больше запеченная, поэтому я делаю так. А там уже ваш вкус и ваше дело. Я взяла желток от одного яйца и столовую ложку молока. Смазываю сверху наши изделия, прежде чем отправить их в духовку. Выпекаться они у меня будут 45 минут при 180 градусах. Вы ориентируйтесь по своей духовке. И я вам показываю уже, когда обе партии достала из духовки. Обязательно сверху, пока горячие, смазываю просто холодной водой. Накрываю полотенчиком. Так они станут более мягкими и воздушными. Конечно же, хочу показать вам, как они выглядят внутри. Вот такое слоистое тесто и очень вкусная ароматная начинка. Вот таким вкусным, быстрым, несложным рецептом я сегодня с вами поделилась. Готовьте сезонные овощи, ешьте сезонные фрукты, наслаждайтесь вкусами. Это всегда очень вкусно и полезно. И еще не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарии. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.